Здравствуйте! Сегодня я предлагаю вашему вниманию обзор вот на эту книгу. Первая книга на русском языке в печатном виде, посвященная той продукции Госзнака, которую автор называет промо-боны Госзнака, ну и перечисляет презентационные, демонстрационные, рекламные памятные боны Госзнака. Сам Госзнак их называет рекламными или в последнее время сувенирными банкнотами. Ну, собственно, это дискуссионный вопрос, как эту продукцию называть и что включать или не включать в такой каталог. Но в любом случае это очень круто. Это здорово, что такое издание появилось, что оно появилось именно в бумажном виде, на русском языке. До недавнего времени, если вы смотрели какие-то видео на моем канале, вы видели, что эта тема плюс-минус меня интересует в каком-то объеме. Она бездонная, но в каком-то поверхностном объеме она меня интересует. И я пользовался либо собственными наработками, либо вот этим вот каталогом американским, где автор пытается собрать данные обо всех вообще так называемых тестовых банкнотах, всех принтеров в мире. Ну, конечно, здорово, что появилось специализированное издание на русском языке именно по Госзнаку. Язык здесь вторичен, важно, что именно Госзнак выделен как основная тема. Ну, сразу скажу, что пока, наверное, в ближайшее время, как минимум, я все равно продолжу пользоваться теперь уже обоими этими изданиями, потому что нельзя сказать, что это в полной мере заместит тот каталог американский. Как минимум, потому что автор не все сюда включает, он ограничивается только... Ну, то есть он исключает всю печатную продукцию, которая не выглядит как бумажные денежные знаки, то есть какие-то металлографские оттиски, какие-то недопечатки. Вот это все здесь исключено полностью. Поэтому, наверное, пока я буду работать с обоими изданиями. Ну, дальше посмотрим. Издание 2025 года. Фактически вышло в конце 2025 года, но датировано 2026 годом. Наверное, полистаю несколько разворотов, покажу, для того, чтобы вы смогли составить собственное впечатление. И расскажу, что мне понравилось, что не понравилось. То, что лежит у меня в качестве фона, я сразу открыл разворот, который мне понадобится в дальнейшем, когда на примере конкретной боны, очень несложной, вот 100 лет Московской печатной фабрики, посмотрим, как это здесь нашло свое отражение и что там можно дополнить, исправить и так далее. Прям буквально по первому абзацу сделаю, извините за въедливость какую-то, но, конечно, это неверно, что автор указывает American Banknote Company в качестве действующего принтера. Компания не существует где-то с середины 90-х годов, то есть уже лет 30, как уже не существует, а он ее пишет в качестве действующей компании. Конечно, это не так. Ну, опять же, повторюсь, не будем останавливаться на теме промо-боны. Ну, мне это название лично не нравится. Я продолжаю использовать для себя рекламные банкноты, сувенирные, иногда тестовые банкноты. Тестовые в международной практике очень понятный термин. Хотя, понятно, здесь автор очень правильно пишет о том, что тестовые боны — это все-таки то, что используется для тестирования банковской техники, банкоматов и так далее. Вот. Что понравилось? Понравилось расположение банкнот хронологически по выпускам, то есть как они по годам выпускались. И, соответственно, автор здесь дает описание. Если они по типам отличались, то разные типы. Хотя вот, например, по этой боне я не очень понимаю, что здесь имеется в виду офсет. Видите, да, первый тип металлография, вторая офсет. В моем понимании было всегда, что, ну, помимо всех узоров, то, что лицо, ну, то есть вот портрет Петра I выполнен, ну, как гравюра, либо пикселизированно выполнен, да, вот в качестве пикселей. Но это не офсет. Вот я сразу достал бону свою, в частности, да, вот это вот. И вы, надеюсь, сможете увидеть, я не знаю, насколько хорошо будет видно, но вы увидите, что это просто такое пикселизированное, да, в виде квадратиков изображение, такое близкое к цифровому. Но оно тоже металлографское, не офсетное. Ну или иначе я не очень понимаю, что имеет
в виду здесь автор под тем, что лицевая сторона напечатана офсетом. Вот, лицевая сторона офсет. То есть классическая гравюра, и я бы назвал цифровая гравюра. Ну или какая-то пикселизированная, что-то такое. Очень много разновидностей, которых я, честно говоря, не видел, никогда не знал. Очень много новой для меня информации, это очень круто. По Репину, по-моему, в американском каталоге есть несколько вариантов по защитной полосе. Здесь автор их не выделяет. По Казани точно несколько вариантов. Но, вот, да, автор пишет, известно не менее 6 проб цвета. Да, они по цветам сильно отличаются. Есть, есть отличия, есть разные выпуски. Структурно, знаете, что бы я хотел сказать, вот сам каталог, он таким образом создан, что, я все это, наверное, показывать неправильно и не буду. Так вот он выглядит. Остановлюсь я на 2019 годе. Московская печатная фабрика, госзнака, юбилей, 100 лет, вот эта вот банкнота, которую, собственно, я о ней делал небольшой ролик в свое время, где подробно показывал то, что у меня есть, части неразрезанного листа и разрезанные вот банкноты. С тех пор у меня на самом деле объем банкнот дополнился, сейчас покажу дополнительно, и остановимся на том, что можно вот даже сюда, вот в этот каталог добавить уже, из того, что вот у меня есть в альбоме. Но в целом вот концептуально хотел бы остановиться на книге. Она состоит из 3 частей. Она состоит из 3 частей. Первая часть это, собственно, вот как каталог. Вторая часть отдельно буклеты приведены, их изображения. И третья часть это ценник. Цены на боны. Цены в долларах, по-моему, в УЕ. По мне так это, для меня в первом, по крайней мере, при первом использовании показалось не очень удобным. Я бы все это объединил вместе. Не вижу причин не показать сразу здесь цену, допустим, потому что они все всегда в идеальном состоянии, все равно здесь всего лишь один столбец цены. Бывают не идеальные состояния, но это уже как бы за рамками коллекционирования, наверное. И не хватает вот этих вот здесь дано описание, буклет такой, но чтобы их увидеть, надо идти в конец книги и смотреть, как эти буклеты выглядят. Что мешает здесь привести маленькое изображение, допустим, уменьшить изображение самой боны и все объединить на одной странице, мне не очень понятно. То есть для меня выглядит несколько надуманным искусственным разделение на 3 таких части. Вот. И еще один момент, который такой принципиально мне не очень понравился. Не то чтобы не понравился, это не принципиально. Хотя, видите, здесь вот фолдер автор выделяет, допустим, по 75 лет Победы, как он дает изображение здесь, а, соответственно, буклет, то есть большого формата, да, получается, наверное, в конце. Да. А буклет здесь. Но почему рядом здесь это изображение не сделать, не очень понятно. И еще один момент, который вот мне показался немного нелогичным, это те выпуски, которые по сути своей объединены, несколько банкнот в одну серию, и продаются вместе, и распространяются всегда вместе, они почему-то здесь выделены отдельно. Вот, например, вот эти вот времена года. Я на них тоже делал обзор когда-то. Видите, здесь весна, лето, осень, зима, и даны как отдельные выпуски, хотя понятное дело, что это всегда набор, и всегда они продаются вместе, и вот фолдер общий для всего комплекта. Зачем это делать на 4 страницы? Мне кажется, что это... конечно, теоретически их можно раздробить, все можно сделать. В общем, надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду. Вот. И то же самое было по какому-то еще выпуску. Да, вот по вот этому выпуску, по юбилейному для Пермской печатной фабрики. Зачем? Они всегда тоже в 3 боны вместе. Я тоже на них делал обзор. Если интересно, посмотрите. Отличная серия. Но почему мы их здесь выделяем в 3 разных? Причем по типам. Они вообще разные, по сути, по своей. Не знаю. Автору видней. Для меня это один набор. Неразделимый и с одной общей обложкой. Да.
Вот, а теперь давайте вернемся к рассмотрению то, чего я хотел показать вам. Вот так выглядит страничка, посвященная вот этой вот очень несложной, недорогой, в самом простом варианте банкноте, посвященной столетию Московской печатной фабрики Госзнака. Да, известно, что существует два варианта. Это печатник в окне, печатник перед окном. И автор дает варианты по сериям. Я открыл сразу свой альбом, чтобы мы с вами могли увидеть то, что есть у меня, и чего у меня, допустим, нет, и что можно уже прямо сюда добавить. Смотрите, печать, первая позиция, 31.1, печатник в окне, это вот. Автор выделяет серии АА, АБ у меня нету, АВ, АЕ и АО. АО у меня есть в неразрезанных листах, я показывал. Ну, здесь в альбоме нет. АЕ, получается, у меня нет, да. Но у меня есть вот это вот ВВ. Да, ее можно прям вот, я даже карандаш, видите, взял, подготовился. ВВ добавлять. И вот еще печатник в окне ВС. И печатник. Вот она, АО у меня тоже здесь лежит, уголочек листа. И что касается печатник перед окном, АА, АБ, АВ у меня нет, АЕ, но зато есть АС, то есть можно вот сюда дописывать, и ВА. Вот они перед вами, собственно. То есть вот так вот уже в первом приближении можно говорить, что вот так вот каталог можно дополнить, по крайней мере, как минимум по тому объему бон, который у меня есть. Но в целом, это, конечно, это первое издание, это, конечно, огромный труд проделанный и собранный в одном месте огромный объем информации. И очень-очень здорово, что такая книга появилась. Я прям потратил время, изучая ее, рассматривая. Как я уже сказал, некоторые вот моменты мне бросились в глаза как-то, но в целом это очень круто. Это здорово. Спасибо большое за ваше внимание. Увидимся.